Да, я знаю, меня долго не было. Кому интересны причины столь длительного отсутствия, я напишу их в комментариях. Этот ролик не гарантия моего полного возвращения. Причин там куча, и не факт, что я продолжу снимать видео в стабильности. Но я постараюсь. 女子と関わりとかないから、なんなら男子との関わりもないまである。僕、男なんだけどな。Мы уже снимаем. Всем привет, дорогие друзья, время Сергей Трап начинается с вами. Я Сергей Трап, и сегодня я бы хотел рассмотреть... Подожди, что я хотел рассмотреть-то? Мою жопу. И сегодня я бы хотел рассмотреть... Да что со мной? Ням. И сегодня я бы хотел рассмотреть серию игр Slendy Tabbies. И записаться к логопеду. Недавно я удалил материал, который мы отсняли и который я уже смонтировал. И теперь все нужно записывать заново. Чем же запомнилась игра Slendy Tabbies? На самом деле она не самая популярная, но все-таки был период, когда эта игра пользовалась популярностью. Тому в доказательство куча роликов прохождения от разных ютуберов. Также различные анимационные мемы, приколы и анимации разной степени качества. Для большинства эта игра запомнилась как что-то странное, забавное, ну или выражаясь молодежным сленгом, трэшовое. И так оно и есть. Думаю, не стоит забывать, что оригинальные телепузики были созданы под накуркой. Значит ли это, что продукт по мотиву будет такой же трэшовый? Вообще-то нет, но в нашем случае разрушения ожидания не будет. Окунемся в прошлое. Оригинальная первая игра Slendy Tabbies была выпущена 12 декабря 2012 года и уже является неканоничной. Вся суть Slendy Tabbies 1 это банальная копирка Слендера. В те времена были популярны инди-игры подобного жанра, просто ходить по лесу, условному лесу или по какой-нибудь заброшенной больнице или зданию, собирать предметы и убегать от монстра. В данном случае монстр у нас Тинки-Винки. В отличие от последующих частей, он изначально бежит за нами. И с каждым собранным кустардом, да, если что, в этой игре нам нужно собирать именно их, это заварной крем. И с каждой собранной миской он становится быстрее. И вот вам напутствие. Если вы собрали уже их штук 8, то вам лучше не оборачиваться, потому что он уже бежит за вами. В игре у нас доступна только одна карта, это Mainland, и мы можем выбрать день, вечер или ночь. Как по мне, игра на один раз. Она, собственно-то, и создавалась, если я не ошибаюсь, по приколу. Но именно она в свое время порвала интернет. И именно благодаря ей были созданы продолжения. Ну, а что здесь по графике? Ну, она соответствует бюджету. 0. Графика здесь, ну, сообразная. Хотя, вполне себе подходит для инди-игры на скорую руку. Разумеется, сейчас не фанат Slendy Tabbies не будет играть в эту игру. Имеется, правда, и версия для Android, которую по сей день играют люди. И даже ваш покорный слуга до прошлого года в эту игру играл. Прошлого или позапрошлого? Нет, позапрошлого. Господи, я потерял счет времени. Ну и давайте затронем сюжет. Он же здесь есть? Нет. Не, ну а вы что ожидали? В этой игре, кроме того, что один чувак сошел с ума и переубивал своих друзей, вообще ничего нету. И разумеется, с последующей сюжетной линией в третьей части эта игра никак не связана Разумеется, с последующей сюжетной Разумеется, с последующей сюжетной линией в третьей части она никак не связана, и именно поэтому... Разумеется, с последующей сюжетной линией в третьей части эта игра никак не связана, именно поэтому она сейчас не канонична. И мы можем смело переходить ко второй части, которая уже гораздо больше и интересней. Начнем с геймплея. В этой игре у нас куча карт, и мы можем настраивать количество собираемых кустардов. У нас появилась куча новых монстров, сворованных из других игр, и уже огромный потенциал для развития. Визуальная часть здесь уже получше, чем в первой игре, и в нее даже можно играть. Ах да, чуть не забыл, здесь уже другая система преследования. Если в первой части монстр гнался за нами сразу, то второй он бродит от кустарда к кустарду, и если замечает нас, начинает бежать. Причем неважно, повернут он к нам спиной или лицом, радиус, вдоль которого он нас видит, одинаковый. Оттого и появляется возможность стейлс прохождения. Оттуда и больше интерес к игре, и еще большая популярность. Уверен, без этой игры не появилась бы третья, о которой мы сейчас и поговорим. Slendy Tabbies больше всего знают именно по третьей игре, так как она была самой популярной. Причем здесь даже стоит выделить две игры, сюжетная и мультиплеер. Давайте пока отложим вторую и начнем с первой, потому что мне не терпится рассказать вам сюжет.
Сюжет в игре таков. 4 пузожителя Тинки Винки, Дипси, Ляля и По оказываются тестовой группой для изучения учеными. DLC нам дальше разжуют, как из людей получились телепузики и почему они изучаются, но это мы пока отложим. Причем эта компашка даже не догадывается о своем положении, хотя и странно, что она не задается вопросами, но это же телепузики, что мы от них хотели. Днем не происходит ничего важного, а уже ночью Тинки Винки встает, ломает машину и куда-то уходит. Мы, если что, играем за младшую, за По. И у нас появляется выбор, разбудить остальных или пойти самой. Заранее скажу, что по факту это ни на что не повлияет, но все-таки рассмотрим обе версии. Допустим, мы никого не будем, берем фонарик и идем искать Тинки Винки. Находим его на пляже и начинается погоня. Оказалось, что он уже был заражен тем самым заварным кремом, который мы ели днем. Далее выясняется, что уже все мертвы, ну и нас ловят. За этим всем наблюдает страж, ну или же просто охранник. Чье имя нам так-то и неизвестно, хотя фанаты там уже свое придумали. Именно он и является главным героем всей игры. После такого вступления начинается основная игра, в которой мы сперва решаем головоломки, находим камеру ночного наблюдения, сбегаем от новорожденных мутантов, которые непонятно как появились в нашей базе, которые больше похожи на канализацию, чем на базу охраны. Выбираемся наружу, и у нас появляется выбор, где искать кустарды. Мы просто сами выбираем, в какой последовательности будем искать. Найдя 3 из 4, запуская 4-ю карту, мы замечаем стоящего Тинки Винки и миску между нами. Он мутирует, мы от него убегаем, и тут у нас опять развилка. Пещера или горы, это опять же ни на что не влияет. Просто в горах мы побегаем от йети, а в пещерах от безрукого бомжа. Если вы не любите лабиринты, выбирайте горы. Я вот ненавижу лабиринты. Там и геймплей интересней. Выбираемся мы в руины, а там мы встречаем одного персонажа, и в зависимости от того, что мы выбрали тогда за По, в разном состоянии. Если вы все-таки пошли одни, не разбудив никого, то оказалось, что Ляля выжила и сбежала в руины. Непонятно, как она туда сбежала. Она что, тоже в горло перлась? Она что, тоже... Она что, тоже в горло перлась? Да что, какие горлы? Какие горлы? Она что, тоже в горы перлась или по пещерам лазила? Да блин, сложная импровизация, я сценарий не писал. Она что, тоже в горы перлась или по пещерам лазила? Все вопросы к Шону. Она задает нам кучу вопросов, но мы все-таки продолжаем путь вместе с ней. А теперь давайте рассмотрим, что было бы, если бы мы всех разбудили. Дипси абсолютно по боку, он как спал, так и продолжает спать. А вот Ляля идет вместе с нами, но в какой-то момент разделяется, и когда мы все-таки находим Тинки Винки на пляже, то замечаем и Лялю, лежащую рядом мертвую. Соответственно, здесь мы ее не увидим. Но, если мы пройдем в руины глубже, то заметим ее уже обратившуюся. И вот лично я в такой вариации не проходил игру, но, как мне видно, убегать от нее слепой в руинах не очень сложно. Нам нужно собрать все кустарды и все. После этого мы сбросим на нее колонну, и тут у нас появится выбор добить или не добивать. Опять же, это ничего не изменит, но все-таки на драматизм влияет. И если тут, казалось бы, монстр, который уже не живой, а просто чудовище, которое хочет всех убивать, и почему бы и не добить, то в вариации, если мы оставим Лялю живой, все куда хуже. Оказалось, что она уже была заражена, ей прямая дорога в могилу. Она не хотела становиться монстром, и тут у нас опять появляется выбор – добить или уйти. И вот это действительно сложный моральный выбор. В особенности со своей работой справляется музыка, которая играет на фоне.
Итак, забыл сказать, все это время мы держали курс на спутниковую станцию. Добравшись до туда, пройдя дебильную головоломку, мы проходим внутрь. Замечаем, что инженеры, ученые, кто это там, убиты. И все-таки найдя единственного выжившего, мы узнаем, что их убил некий зеленый монстр без головы. Думаю, на этом моменте все прекрасно догадываются, кто это. Нам говорят пойти найти карточку, отправить сигнал военным, чтобы нас отсюда забрали. Мы ее находим и видим его самого. Дипси без головы. Вот если Тинки-Винки уделили времени достаточно, чтобы мы от него много убегали, а потом еще от его гигантской формы, сляли у нас самая лучшая драма в игре и даже разные вариации ее появления в игре, с По у нас в конечном счете будет финальная битва. А вот с Дипси, ну, мы от него побегаем, перепрыгнем лазер, и то нам даже нажимать ничего не придется, это просто по скрипту запустится, и он умрет. Да. Итак, добравшись до нужного места, мы встречаем того, кто все это и учинил. Пылесос Нуну. Тоже один из персонажей телепузиков. Оказалось, что именно он и придумал этот вирус. Правда, я слышал, что его на это подбил Кошмар, но он в сюжете так и не фигурировал, в игре дальше не появлялся, дальше скажу почему. Он отправляет на нас робота, мы его довольно легко побеждаем, потом выходим из лаборатории, отправив сигнал военным, и вот он, финальный босс. И им выступает По. У босса 3 фазы. В первой она сражается с нами в своей обычной форме, потом она мутирует до некроморфа из Dead Space, не знаю, а потом выступает здоровенным пауком, с которым уже даже немного опасно сражаться. Но все-таки я проходил этого босса, да, даже я своими кривыми руками проходил его, и это не то чтобы очень тяжело. В конце мы добиваем Нуну, и прилетают военные. Вот она, хорошая концовка. Правда, там выясняется, что вообще целая армия этих зараженных идет, и скорее всего весь мир обречен, но это дело продолжений, про которую я скажу позже. В игре присутствует, на секундочку, 4 концовки. Да, я вам показал сейчас лучшую. Концовка, похоже, ждет нас, если перед боем с По договориться с Нуну и принять его предложение на присоединение. Перед концовкой мы стоим в каком-то заводском городе, видимо Челябинск, и видим очень много зараженного кустарда. Нуну предлагает нам присоединиться. Если мы без упреков соглашаемся, то он делает нас своим приспешником. Да, согласитесь, это не круто. Но если ты согласился вначале, то лучше заднюю тебе потом не давать. Расскажу на таком языке. В общем, если на вопрос от Нуну про вилку в глаз и сами понимаете что, в шутку подметить, что у него оба глаза на месте, он разозлится и, не спрашивая нас, выберет второе и оставит нас без жопы. Жалкая концовка. Ну или жалостливая. Я не знаю. В общем, это концовка, о которой можно пожалеть. Вот все, что могу сказать. Стать приспешником, так еще и остаться без ног. Кстати, в будущем эту модельку изменит. Ну и теперь, на мой взгляд, самая тупая концовка, которая может быть в игре. Если в первых 2 фазах, если мы проиграем По, то нас возродят, то в 3-й проигрывать никак нельзя, иначе... Да, будет концовка, в которой наш главный герой умирает. Собственно, повторяется все то же самое, что и в хорошей. Прилетают военные, и выясняется, что идет целая армия. Но единственное отличие, наш главный герой уже мертвый. На этом и заканчивается сюжет. Правда, он продолжается в DLC, которое, вот честно, не DLC, а просто кусок унылого говна. Все время мы просто ходим, разговариваем, и все. Вот, серьезно, это весь геймплей. Как бы... Геймплей оригинальной игры не то чтобы супер хороший и интересный, но все-таки здесь хотя бы что-то есть, а вот это просто фу. Фу. Да, там нам поясняют лора, там нам поясняют происхождение телепузиков и прочее. Там, если что, 2 концовки. Изначально герои — это наш страж, генерал Майлз, или кто он там, я не помню, капитан или фиг знает. И Анна, тоже военная, собираются сломать машину по производству телепузиков, чтобы монстров новых больше не было. Но если мы не остановим Майлза и все-таки сделаем это, то машина сломается, а зараженные монстры нас просто убьют. Причем нам даже не покажут ничего из этого, просто будет черный экран и диалоги. Все. Именно поэтому для получения хорошей концовки нам нужно его остановить. Потом мы почему-то передумаем ее ломать. Я так и не помню почему. Я правда не хочу изучать это снова. Поднимемся наверх, и там нас будут ждать монстры, с которыми мы даже не посражаемся, потому что на этом DLC кончится.
А что ж в продолжении-то, ребятки, а? Что ж в продолжении? Не помню в каком году, но Шон заявил, что продолжать Санитабис не будет. Как я слышал от других, он не хотел доить франшизу, хотя, как по мне, это определение здесь абсолютно не подходит, потому что здесь продукт просто незаконченный. Франшизы нужно завершать тогда, когда заканчивается сюжет и ставится логическая точка. Здесь же все просто обрывается, и, видимо, продолжению просто-напросто не быть. Ладно, давайте рассмотрим мультиплеер. Там у нас различные режимы. Это классический сбор кустардов, который был и во второй части, только с новыми картами и монстрами. Из последнего обновления почти на всех картах можно выбрать день, ночь или вечер. Также с последнего обновления там имеются карты из второй части. Но помимо простого собирательства есть и другие режимы. Помимо обычной беготни от монстров, у нас есть беготня за монстров. Режим Versus в игре существует для того, чтобы сами игроки могли играть за монстров. Инфекция. Здесь игроки делятся на две команды – зараженные и незараженные. Зараженные пытаются убить незараженных, тем самым заразив их, и при воскрешении они становятся уже монстрами, которые должны заражать других. В режиме выживания мы держимся определенное количество волн. Должны отбиваться от монстров, зарабатывать свои очки, покупать новое оружие и пытаться выжить. А режим песочницы, как по мне, самый веселый здесь. Мы можем заспавнить своего врага, союзника, сами поиграть за монстра. Из последнего обновления мы даже можем пользоваться способностями. Довольно весело устраивать между ними битвы. В игре был еще один режим Deathmatch, в котором игроки спавнились с рандомным оружием и должны были убивать друг друга, но это вообще никак не связано с LandTube, если так подумать. Наверное, поэтому режим убрали. В общем, про игру можно рассказывать долго, и давайте подводить итог. Как играется в игру в 2025 году? Санитабис 1 абсолютно неинтересная и даже в какой-то мере пустая игра. Вторая часть уже интереснее, в нее можно играть, но она довольно старая. И тот же Санитабис 3 мультиплеер будет интересней. Сам Санитабис 3 мультиплеер довольно-таки, даже не знаю, ну поиграть пару дней можно, а потом все это наскучит, как и сам Санитабис. Годы назад эта игра мне запомнилась с лучшей стороны. Сейчас же я хорошо понимаю, насколько же это плохая игра. В ней достаточно плохая графика, сворованные модельки, однообразный и не самый интересный геймплей и уже достаточно мертвый актив. Но если игра такая плохая, то зачем я вообще записываю про нее видео? Все-таки у этой игры есть положительные стороны. Во-первых, там шикарная музыка. Вот серьезно, абсолютно каждую композицию с третьей части можно слушать. Особенно удобно так играть в песочницу, потому что там можно выбирать музыку. Мои любимые композиции оттуда это Runaway и Imposter.
Также, если собраться небольшой компанией друзей, в эту игру будет довольно интересно играть. Лор игры достаточно разнообразен и даже запутан. Думаю, у истории есть потенциал, и при желании ее даже можно было бы воплотить в что-то грандиозное. Но Шон этого не сделал. По итогу можно сказать, что эта игра имела огромный потенциал. Ну, на этом время Сергея Трапа заканчивается. Если вам видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем счастливо, всем удачи, всем пока-пока. Когда же такие услышал? Да, вот так заканчивается видео. Честно говоря, мне стоило написать сценарий и заморочиться денек-другой, потому что я думал, что у меня получится сделать как-то ролик повеселее, но я на импровизации вот что смог выдавить из себя, то и смог. Вот сейчас вы можете слышать меня абсолютно неподготовленно, на одном дыхании. Я ничего не буду обрезать из вот этой вот финальной речи, так сказать, послесловия этого, если вообще такое слово есть. Вообще, я не уверен, я не знаю. Прошу извинить за мой дрожащий, возможно, голос, неуверенный, может, у меня вообще нос заложен, я не знаю, мне лень как-то себя переслушивать и уж тем более переозвучивать заново, я очень волнуюсь, я не знаю, получится у меня из этого или нет, я очень много пытался ранее вернуться и начать снимать видео стабильно, я часто сомневаюсь вообще. В какой-то момент, когда дело доходит до исполнения, сомневаюсь, надо оно мне или нет, может потом, может не надо. Вот сейчас я все-таки смог собраться с мыслями.